Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике я собрал всю мировую статистику по серверам Lineage 2. Сегодня мы подробно рассмотрим всю историю игры, узнаем, какое обновление было наиболее популярным, разберемся, почему разработчики принимали те или иные решения и когда же все-таки умерла Lineage 2. Для этого переместимся на шкалу изменения числа оплаченных подписок по годам. Начинается она с момента релиза, но еще на ОБТ в Корее уже было открыто 20 серверов, а на прелюде их число возросло уже до 25. Как известно, разработчики не планировали выпускать игру на обновлении прелюд, но стремление опередить Blizzard заставило их выпустить сырую версию игры. Несмотря на это, к моменту установки C1 число подписок уже приближалось к 900 тысячам, а данное обновление лишь дополняло первоначальные задумки разработчиков и подчеркивало социальную направленность игры, создавая все больше аспектов для конкуренции кланов. Популярность игры также обеспечивал тот факт, что для многих это была первая 3D-игра, да еще и MMORPG. Большой скачок популярности также был связан с открытием 39 серверов китайской версии и первого евросервера Тион, с которым связано много теплых воспоминаний игроков из СНГ. К моменту установки вторых хроник игра уже имела более 1,5 миллиона платных подписчиков. В этом обновлении разработчики пытаются еще больше акцентировать внимание игроков на владении замками, лорды которых с введением системы Манора теперь получали большую экономическую выгоду, что делало замки еще более важной частью клановых войн. Новые введенные квесты, локации и боссы также разнообразили игру, при этом не изменяя ее общей концепции. В этом обновлении игра достигает пика своей популярности, а число ее подписчиков переходит отметку в 2 миллиона 100 тысяч человек. Без учета тайваньской версии, по которой нет данных вплоть до 2016 года, на C2 уже насчитывалось суммарно 95 серверов в разных странах. В это же время на мировом рынке появляется главный конкурент World of Warcraft, который очень быстро набирает популярность, и уже в этом же обновлении некоторые игроки уходят из L2, чтобы попробовать новую ММО от Blizzard. К моменту установки C3 число игроков уже снижается до 1 миллиона 800 тысяч. В это же время World of Warcraft уже набирает столько же подписчиков. Важно то, что популярность L2 стала снижаться еще до установки C3, что говорит о том, что не во всем виновато само обновление. На C3 в игре появляются катакомбы и некрополи, а также начинается ивент 7 печатей, механика которого еще больше акцентировала внимание кланов на войне за владение замками, а простые игроки получили новые удобные зоны для фарма. После установки обновления интерес к игре также продолжает снижаться. Во многом это обусловлено беспрецедентными масштабами бытоводства, которые захлестнули китайские сервера, отчего многие игроки стали уходить из игры. В третьих хрониках происходят первые объединения серверов в Китае. На диаграмме знаком плюс отмечены открытые в разных хрониках сервера, а знаком минус закрытые. Как видно, объединения были настолько масштабные, что за одно обновление было закрыто сразу 25 серверов. Четвертые хроники были первым обновлением, когда в Корее не открывались новые сервера. Оно выходит под жестким давлением со стороны Варкрафта, который уже перехватил инициативу по всему миру. Несмотря на то, что очень многие нововведения этих хроник были задуманы и даже частично реализованы в предыдущих обновлениях, по моему мнению, разработчики в этом апдейте пытаются максимально подчеркнуть основную идею своей игры, которая заключается в противостоянии кланов. В игре появляется третья профессия S-Grade, дворянство, олимпиада, герои, переделываются многие РБ, вводится эпическая бижутерия, а также многое и многое другое. При этом большая часть нововведений была направлена на то, чтобы еще больше подчеркнуть важность объединения в группы и кланы, хотя и жизнь одиночек также немного облегчили. Это обновление, как мне кажется, выглядело главным и последним козырем NCSoft против основного конкурента от Blizzard.
В этом апдейте все, за что любили L2, получило еще большее развитие. Однако при этом число игроков сокращается еще более стремительно, примерно по 200 тысяч подписчиков в каждые 3 месяца. К моменту установки C5 число оплаченных подписок упало уже почти вдвое по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в C2. И если искать момент, после которого L2 потеряла популярность, то это был именно он. Но есть ли в C3 и C4 что-то такое, от чего L2 могла потерять почти миллион игроков и половину своей популярности? И тут я хочу задать вопрос, а была ли вообще та L2 действительно такой идеальной игрой, которую все так любили и которую разработчики, по мнению многих, убивали после интерлюда? На сырую версию игры в прелюде пришло множество игроков, вообще незнакомых с подобным жанром, а иногда и вообще с 3D играми, от чего все они, естественно, испытали восторг. А ведь там не было и половины из того, что обещали разработчики на ЗБТ. Там даже не было осад, которые позиционировались главной фишкой игры. Они были настолько тормозными, что их не стали включать до обновления C1, когда число полигонов в моделях персонажей было уменьшено в 10 раз, но даже там клиент на осадах часто крашился. На C1 появилось действительно много контента, но сама суть игры все так же сводилась к многочасовому однообразному убиванию мобов. При этом успех в PvP, где по сути нужно нажимать всего пару кнопок, мало зависел от умения игрока и в первую очередь был обусловлен левелом и эквипом. Введенная в C2 система Манора еще больше обогатила сильные кланы и создала огромную инфляцию, усилив разницу между топами и простыми игроками. Когда хайп вокруг L2 стал утихать, люди уже не удивлялись онлайн-играм, и поэтому все недостатки L2 стали еще более заметными. Тем более на рынке уже появился World of Warcraft. Дальше разработчики, видимо, начинают искать причины случившегося. Почему их игроки уходят в другие игры? И действия разработчиков, на мой взгляд, были вполне логичными. Они видят сильные стороны конкурента и пытаются адаптировать их под свою игру. В обновлении C5 заметно упрощается жизнь новичков и соло-игроков, перерабатывается система кланов, позволяя им также влиться в политическую жизнь. Разработчики также видят популярность инстансов в WoW, и очевидно, механика фарма нового эпика Фринтеза является некой адаптацией системы инстов из Варкрафта, в котором от каждого игрока зависит судьба рейда. И как мы видим на графике, после этого обновления скорость падения онлайна действительно существенно снижается. Это заметно по диаграмме, где на C5 закрытых серверов было всего 2, что можно считать победой по сравнению с 9 в C4 и 25 в C3. Видя эту тенденцию, на интерлюде разработчики пытаются также следовать этим же принципам в разработке. И главный принцип — это упрощение игры и стремление разнообразить игру простых игроков. Уже делается задел на будущее в плане введения крепостей, то есть еще до интерлюда разработчики понимают, что нужен какой-то контент для мидл кланов, не способных биться за замки. Введение системы теневого оружия существенно упрощает жизнь новичкам, но при этом очень негативно воспринимается старыми игроками. Но и о них не забывают, поэтому вводится новая зона охоты «Первобытный остров». Общее число серверов в мире на интерлюде продолжает снижаться и впервые со времен C1 опускается до 65. Также впервые в истории L2 после обновления сервера в Корее не открывались, а закрывались, да еще и сразу 2. В конце данного обновления число оплаченных в мире подписок впервые снижается до 900 с лишним тысяч. Тем не менее, снижение популярности, на мой взгляд, это лишь продолжение уже сформировавшегося тренда. Можно ли упрекнуть разработчиков в том, что они начинают упрощать игру? Скорее всего, нет. Все их действия были логичными в складывающейся обстановке. И сложно сказать, что было бы с игрой, где, начав с нуля, догнать тех, кто уже играет, невозможно, но при этом весь контент направлен только на топ игроков.
После потери половины подписчиков и трети всех серверов, разработчики хотят вернуть интерес игроков введением новой расы. Так в свет выходит обновление Камаэль. Конечно, баланс был настроен так, чтобы за новую расу был смысл играть, иначе никто бы не стал начинать с нуля. Но это очень плохо сказалось на игре. Тем не менее, были и положительные моменты. Наконец, заработали крепости, что убирало принцип «все или ничего», предоставив менее сильным кланам собственные боевые цели. Все это дало результаты, и впервые за несколько лет число серверов увеличилось, и при этом не был закрыт ни один сервер. Затем приходит обновление Камаэль Плюс или Hellbound. Это еще больше повысило интерес к игре, и в Корее открывается еще один сервер, а суммарное число игроков в мире снова достигает отметки в 1 миллион человек. Обновление сделано уже в условиях популярности World of Warcraft, отчего в нем прослеживается как никогда много попыток адаптировать некоторые аспекты игры от Blizzard к реалиям L2. Это и сложная и сюжетно обоснованная цепочка квестов, связанная с открытием ХБ и доступом к Белефу, и сам фарм этого РБ, и большой упор на ПВЕ составляющую игры. Однако к концу обновления всплеск активности уже снова снижается, и результатом становятся новые объединения, причем в США закрываются сразу 3 сервера. Если рассматривать серию обновлений Грация, можно заметить, что разработчики серьезно задумались над привлечением новых игроков и удержанием старых. Была введена система энергии, значительно ускоряющая развитие персонажей, которые проводили мало времени в игре. Также появляются инстанции в виде Камалоки и Лабиринта Бездны. Почему вместо материка Грация мы увидели какие-то семена? Ответ очень прост. В игре, которая потеряла более половины своей аудитории и в которой есть и так множество проблем, уже никто не будет вводить столь грандиозный контент. Тем более, что у NCSoft уже стартовал новый проект Aion. В это же время L2 приходит и в СНГ. Менее чем за месяц было открыто 9 русских серверов. В то время как на РУОВ приходят все новые и новые игроки, онлайн новых корейских серверов падает и происходит их объединение. Далее последовало обновление Грация Эпилог, введение территориальных войн, перенос Закина в инстанс, обновление локаций и в дальнейшем появление Фреи. Многие из этих нововведений, конечно, очень спорные. И судя по всему, все было уже настолько плохо, что разработчики решают узнать мнение игроков и сделать игру такой, какой они хотели бы ее видеть сами. Так появляется обновление High Five, сделанное в соответствии с просьбами игроков. В целом, игра значительно ускорилась и еще больше была упрощена. На High Five сервера не открывались и не закрывались. А дальше произошло то, что многие считают датой смерти L2. С приходом обновления Goddess of Destruction игра полностью изменилась. Была введена 4-я профессия, классы объединены в архетипы, появляется множество инстансов, число человек в пати сокращается до 7, вводятся новые эквип, левелы и все старые достижения игроков обесцениваются. Однако это нам на еще нормально заполненных и постоянно открывающихся русских серверах казалось, что процветающую игру резко взяли и убили, но в Корее, судя по всему, терять уже было особо нечего. Заметно, что почти все было направлено на то, чтобы привлечь новых современных игроков. В принципе, многие идеи были понятны. На полупустых серверах очень сложно собрать full пати из 9 человек с нужными профессиями. Унификация классов и сокращение членов группы решала эту проблему. Кланы уже давно не собирали столько людей, как раньше, отчего все активности нужно было сосредоточить на игре в группе, а не в большом клане. Да и инстансовые Закин, Фрей и Фринтеза, видимо, понравились многим игрокам, отчего разработчики наштамповали еще больше инстансов. Правда, никакой сложной механики их прохождения так и не придумали. Тем не менее, на этом обновлении было открыто целых 6 серверов и ни одного не закрыто. Получается, что новые игроки все-таки пришли,
хотя много старых, конечно, и были потеряны. Но уже в следующем обновлении было закрыто сразу 9 серверов, столько же, как и на C4, однако теперь закрывались уже корейские сервера. Дальше статистика по обновлениям не столь показательна, потому что в Китае сменился локализатор и их обновления совсем перестали совпадать с остальным миром. Но чтобы ответить на вопрос, умерла ли L2 после года, можно посмотреть на диаграмму, сформированную по годам. Тут мы можем увидеть, что в целом никакого резкого сокращения серверов вплоть до 2014 года не происходило. Но это скорее потому, что их просто не объединяли, несмотря на низкий онлайн. Конечно, в последующих обновлениях разработчики исправили ряд допущенных ими ошибок, но это уже не могло вернуть в игру старых игроков. Тем более, что игра все больше начинает быть завязанной на магазине. Период начала 2010-х характеризуется активным внедрением лутбоксов и переходом игр на free-to-play модель. NCSoft все это уже было многократно протестировано и исследовано на русских серверах, а после установки года на данную модель переходят и некоторые другие локализации. При этом предметы из магазина все больше оказывают влияние на баланс, а затем и полностью меняют весь геймплей, рынок и, главное, отношение к игре игроков. Тем не менее, логично предположить, что для разработчика большие прибыли при полупустых серверах более предпочтительны по сравнению с большим онлайном, мало конвертируемым в деньги. И если очень грубо, то неплатежеспособные игроки нужны только для того, чтобы у донаторов оставался интерес к игре. Таким образом, уже традиционная для L2 проблема колоссального неравенства игроков с разным онлайном вместо своего решения была многократно усилена и переведена в плоскость неравенства денежных вложений в игру. Другой тенденцией в индустрии, повлиявшей на NCSoft, является взрывной рост популярности сессионных игр, что на L2 отражается введением еще большего числа инстансов, а уже позднее и квестов на фракции. Так, игровая сессия фактически разбивалась на несколько отдельных временных отрезков, позволяя игроку оптимизировать время своей активности в течение дня, и к тому же значительно разнообразила времяпровождение, которое теперь подразумевало частую смену видов геймплея и посещаемых игровых локаций. При этом параллельно разработчики прибегают ко все той же, как и в обновлении КМЛ, схеме создания хайпа вокруг игры за счет сначала введения Линдвиора, потом расы Артей, а потом Ифа Фуриона. Причем именно на этих обновлениях и происходят новые объединения, но скорее это делалось для того, чтобы игроки вместе с нововведениями еще и почувствовали повышение активности на серверах. С 2011 число серверов в Корее сокращалось все более быстрыми темпами. Но в 2014 ситуацию спасает открытие классика, когда разработчики решают вернуть старую аудиторию. Как можно заметить, в первом же обновлении классика суммарно было открыто 12 серверов, что в мейн-версии не происходило уже со времен C1. Однако уже к следующему обновлению многие игроки понимают, что уже не могут тянуть такой хардкор, как 10 лет назад, в результате чего происходят первые объединения. Разработчики быстро исправляют это в новых апдейтах, в результате чего к обновлению Закен популярность игры в мире достигает своего максимума. В апдейте Антарас происходит новое объединение корейских серверов, однако в целом игра сохраняет популярность вплоть до обновления 7 печатей. Но после него интерес к игре резко снижается. Тем не менее, суммарное число серверов во всех странах даже сейчас остается чуть меньше, чем было после старта проекта, а многие игроки очевидно просто перешли на Essence. Тем временем, значительный рост индустрии мобильных игр, характерные для нее большие цифры дохода и колоссальная потенциальная аудитория обращают на себя внимание разработчиков L2. Большие силы команды были брошены на L2M, а в компьютерной версии внедряется все больше элементов мобильных игр. Основные активности смещаются на вечернее время, прокачка автоматизируется, а зависимость от живых сопартийцев значительно сокращается. Эти тенденции заметны на всех версиях, но наибольшего развития они достигают на Essence.
Если смотреть на статистику серверов этой версии, можно заметить сначала большой хайп, а затем некоторые снижения интереса к игре, которое, на мой взгляд, связано с завышенными ожиданиями и крайне скудным контентным наполнением при значительной зависимости от игрового магазина. Однако обновление Рыцарь Смерти, привнесший в игру новый класс, резко подняло интерес к данной версии. И снова разработчики используют свой старый прием с новым классом. В результате общее число серверов в этом апдейте удваивается. Несмотря на то, что в японской и тайваньской версиях затем снова наблюдается сокращение числа серверов, на ситуацию в целом это не влияет, и популярность версии Essence в мире растет. А с введением еще одной расы интерес к игре очевидно будет только повышаться, в отличие от мейна и классика. Как результат, мы видим смещение фокуса разработчиков именно на версию Essence. Таким образом, для разработчиков игра уж точно продолжает жить, и ни о какой ее смерти речь не идет, а игроки лишь распределились между тремя разными версиями. Причем рост популярности Essence показывает NCSoft, в какую сторону нужно развивать игру. Завершая тему статистики, ответим на вопрос, в какой же стране L2 была наиболее популярной. На диаграмме указано общее число открытых серверов без учета объединений, максимальное одновременное число серверов и текущее число серверов мейна, классика и эссенса в каждой стране. По общему числу мейн-серверов безоговорочно лидирует Китай с 81 сервером. Причем максимально единовременно там было 45 серверов. Однако и падение популярности игры там тоже наибольшее. На втором месте Корея, а на третьем Россия. Если сравнивать классическую версию, то лидером тут являются российские сервера, а на втором месте идет Тайвань, где, как и в России, на данный момент есть 3 классических сервера. В России также было больше всех серверов Essence, однако сейчас их число меньше, чем в Китае и Корее, где есть 9 и 8 серверов соответственно. Такой была история всех версий Lineage 2 на 3 февраля 2021 года. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Также вы можете помочь каналу через Donation Alerts, спонсорство на YouTube и Boosty. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.